Многие из них лечились гормональной терапией, но это им не помогло, даже стало хуже. Многие, если не все из вас, знают, что основная причина болезни находится, когда внутреннее напряжение усиливается и расцветает, и вы теряете контакт сама с собой, болезнь реализуется. Какие есть подходы к яичникам на физическом плане и к самой себе в душевном плане? Я слышу ваши вопросы. Женщина в состоянии пониженной функции яичников, она особенно прямо сейчас, в этот период восстановления и на всю дальнейшую жизнь, ваша основная задача, если вам за 40, то снижение функции яичников – это… Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня хороший день для хорошего видео для вас. Видео о психосоматическом восстановлении яичников при их преждевременной недостаточности, то есть при раннем истощении яичников. Это когда они прекращают свою работу до 40-45 лет, то есть засыпают раньше времени в силу тех или иных причин. Это видео очень актуальное для вас, потому что каждый день, подумайте, каждый день мне пишут десятки женщин в WhatsApp с просьбой записаться на онлайн-консультацию с этой проблемой. Они хотят записаться на консультацию, чтобы эту проблему решить. Многие из них лечились гормональной терапией, но это им не помогло, даже стало хуже. Некоторые боятся гормональной терапии, потому что знают, что последствия после такого лечения могут быть плачевные. Они перепробовали кучу других способов, но возы ныне там, или стало только хуже. Потому что причина усталости яичников у женщины, у которой нет серьезных диагнозов, другая, совершенно другая. Именно для вас это видео. Многие, если не все из вас, знают, что основная причина болезни находится в душе, в сознании, в психике, в нашем мышлении, действиях и эмоциях на основе своего дисфункционального мышления. Дальше, когда внутреннее напряжение усиливается и расцветает, и вы теряете контакт сама с собой, болезнь реализуется в физическом теле. У женщин фертильного, репродуктивного возраста это чаще всего яичники, матка, щитовидная железа, надпочечники, то есть все те органы, от которых зависит ваше здоровье, а еще ваше зачатие, вынашивание и рождение вашего ребенка. Тело и психика очень тесно связаны, можно сказать, они одно целое, они единое целое. Я уже говорил в прошлых видео и в этом напомню, что на работу наших органов влияют наши эмоции, мышление и далее поведение на основе этих эмоций и мышления. И наоборот, работа органов влияет на наши эмоции. Поэтому вы понимаете прямо сейчас, что тело и психика – это они единый организм. Очень часто временное нарушение функций яичников связано со стрессом, с какой-либо эмоциональной травмой, насилием, посттравматическим стрессовым расстройством, депрессией, пограничным расстройством личности, расстройством адаптации, неврозом и другими расстройствами психологического состояния женщины. А еще иногда сильное желание забеременеть нарушают работу яичников и всей репродуктивной системы, то есть нарушается взаимодействие в нервной системе, взаимодействие гипоталамуса, гипофиза и яичников. И забеременеть, казалось бы, хорошее желание, но когда оно превращается в навязчивую мысль, в детородную лихорадку, мозг просто выключает яичники. Почему? На консультациях я об этом рассказываю и даю подробные рекомендации для восстановления вашей репродуктивной системы в целом, яичников в частности. Хочу, чтобы вы меня услышали и поняли, что временное нарушение работы органа, вызванное стрессом, переутомлением или чем-то еще, также отражается на поведении человека, на его мыслях и на его поступках. Это важно, потому что существует и обратный процесс.
Состояние психики человека влияет на состояние органов и всего организма в целом. Уже зная это, вы можете менять свои взгляды, поступки, учиться новым навыкам, и ваши органы будут восстанавливаться. Вы им будете помогать. Смотрите, вы восстанавливаетесь внутри, и ваши органы восстанавливаются в вашем теле. Нет напряжения внутри, значит, нет никаких препятствий для жизни, для того, чтобы быть живой. А значит, нет препятствий для тела, для того, чтобы быть здоровой. Когда вы это поймете, тогда вы не будете пить все подряд, все, что доктор прописал, особенно гормональные таблетки. И еще, когда будет понимание, это даст вам энергию задуматься, что именно в первую очередь в вашем образе жизни создает и поддерживает болезнь. А потом вы просто попробуете сами или с моей помощью, или с помощью другого врача изменить это состояние. Изменить себя без насилия и войны сама с собой. Изменить себя к той жизни, которой вы уже так давно хотите жить. Как же восстанавливать яичники? Как же их восстанавливать? Для многих женщин репродуктивного возраста восстановление яичников – это тема первой важности, потому что это их здоровье. С чего же начинать? И начинать, как всегда, нужно с психики. И уже потом обращать внимание на тело, на БАДы, на травы, на упражнения и на все остальное, на питание. Потому что в отличие от психики, тело немного затормаживается, оно заторможено. Почему? Ну давайте объясню. Смотрите, чтобы сформировалась болезнь, нужно время. Точно так же для восстановления здоровья тоже нужно время. Хоть вы и внутри себя ощущаете уже здоровой и счастливой, но телу нужно время, чтобы перестроиться на новый режим функционирования. Когда нет нормального цикла эволюции, то первое, что нужно восстанавливать на уровне психики, это свои эмоциональные реакции на жизнь. А на уровне тела это, естественно, яичники и надпочечники. А уже потом двигаться дальше. Почти у всех женщин особенности психики и здоровья, когда у них снижена функция яичники, одинаково. Вот какие они. Прежде всего, такая женщина, скорее всего, уже длительное время находится в стрессе. Уже сформировалась или формируется низкая самооценка, растет вина, обида и неуверенность в себе. Уже развивается какое-то невротическое расстройство, депрессия, как я говорил. Раньше времени, до 45 лет, начинается переменопауза. Потом это нарушение работы других желез внутренней секреции, щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной железы. На снижение функции яичников также реагируют другие органы. А еще это долго не получается забеременеть или это сложно. Также может быть невынашивание беременности, нарушение цикла и другие женские в кавычках проблемы. Как же из этого выйти? Что можно сделать с самой прямо сейчас? Какие есть подходы к яичникам на физическом плане и к самой себе в душевном плане? Я слышу ваши вопросы. Но первое, что нужно сделать, это снизить уровень стресса. Снизить уровень вашего внутреннего напряжения. Почему вы напрягаетесь и стрессуете? Как вы думаете? Если глубоко не лезть в дебри, то все это просто потому, что ваши ожидания не оправдываются. Например, вы ожидаете что-то от другого человека, человек делает совершенно другое, а вы от этого напрягаетесь и злитесь. Как так получилось, что вы злитесь из-за того, что другой не делает того, что вы хотите? Вы начальница ему? Директор? Президент? Или что? У меня на канале есть много видео по психологии, которые позволят вам повысить свою осознанность, понимание и принятие жизни такой, какая она есть. Посмотрите их, пожалуйста. Второе. Для повышения самооценки научитесь себя хвалить. Женщина
в состоянии пониженной функции яичников, она особенно беззащитна и уязвима. Она винит себя во многих ошибках, совершенных в прошлом. Винит себя одну. В том, что сделала аборт, в том, что ее запугали врачи, и она необдуманно пошла на операцию, в том, что раньше времени не ушла от мужа-абьюзера, в том, что лечилась гормональными контрацептивами и подорвала свое здоровье, в том, что раньше не родила, когда была молодая, винит себя в том, что когда-то накричала или обидела ребенка. Не нужно винить себя. Этим вы сделаете для себя только хуже. Прямо сейчас, в этот период восстановления и на всю дальнейшую жизнь, ваша основная задача хвалить себя за каждую маленькую малость и ни в коем случае ни в чем себя не обвинять. Пусть сейчас у вас будет новое правило, и вы ни в чем, ни перед кем никогда не виноваты, в том числе и перед собой, а также и перед вами никто не виноват. Сейчас поймите, все, что было, это простой урок от высших сил и судьбы лично для вас. Да, это не просто принять, но я знаю, что вы сильная и смелая. Вы сможете сделать это, и у вас все получится. Третье. Если вам за 40, то снижение функции яичников – это первые сигналы о старении организма и приближающемся климаксе через 10, 15, 20 лет. Нужно понять, что пришло время. Пришло время что-то менять в своей жизни, например, пойти в спортзал или начать утренние пробежки до работы или после работы, или начинать делать что-то, что вы никогда не делали со своим телом, со своей жизнью, со своими отношениями, со своими эмоциями. И главное, нужно попробовать изменить отношение к старости. На самом деле это не старость, а зрелость. Это зрелость и переход в другую фазу своей жизни, фазу мудрости, принятия и полноценного проживания жизни. Поймите это. Четвертое. Это правильное понимание работы яичников в психологическом плане неразрывно связано с началом и окончанием любых дел. Есть начало и есть конец. Есть смерть и есть возрождение. Это процесс, когда завершение одного процесса дает начало другому процессу. Попробуйте это понять. Это происходит постоянно в вашей жизни, каждый день. Это есть и в суточном ритме, это есть и в любом другом деле. Умирает старое, возрождается новое. То новое, которое через время опять станет старым, умрет и появится что-то новое. Используя эту метафору, представьте, что в яичниках постоянно идет такой хороший переход к чему-то новому. В вашем организме яичники являются самым совершенным органом и смерти, и возрождения. Там, где тьма превращается в свет месяц за месяцем, год за годом. Так же, как и в почках происходит переход страха в жизненную силу, если у вас есть осознанность. А в печени рождающаяся сила может превратиться в гнев, если его не использовать по назначению. Такие яичники дают ресурсы для завершения старого цикла и начала новому циклу. Каждый менструальный цикл в яичнике созревает яйцеклеткой, но ее сила и качество зависит от груза ваших незавершенных дел, которые женщина тащит на своих плечах или в повозке, нагруженной за собой. Если старое не завершено, если не отпущено, если голова забита старыми сожалениями, страхом, низкой самооценкой, перфекционизмом, виной, непониманием, непрощением, непринятием себя, мира, других мужчин, то новой яйцеклетки или не будет вовсе, или же она будет слабой, потому что вся энергия уходит на эти мысли. А это потенциал для будущего ребенка. И слабым будет потом желтое тело. Оно не сможет производить достаточно прогестерона, чтобы скомпенсировать избыток эстрогенов. А еще оно не сможет удержать, согреть и приласкать зародыш. Как же правильно завершать дела?
Как это сделать, если яичники подавлены, не работают, долго не могут восстановиться после гормонотерапии, антидепрессантов, абортов, стрессов? Говоря метафорически, чтобы завершить прошлое, нужно умереть для прежней себя, чтобы возродиться новой. Да, это страшно, но вам нужно научиться завершать дела, завершить процесс самосожалений, сожалений, принятием себя, завершить процесс страха о будущем, пониманием, что свое будущее вы формируете прямо сейчас. Прямо сейчас есть процесс принятия себя и мира вокруг. И это ваше возрождение. Да, это сложный процесс, но многие женщины прошли через него. Многим удалось забеременеть после 40 лет. У многих получилось наладить менструальный цикл. Многие отодвинули приход климакса на годы. Да, это стоило трудов. Они прошли через работу над собой. Да, они записывались и записываются ко мне на консультации за советами и рекомендациями. И получают их. И если получилось у них восстановить свое здоровье, получится и у вас. Когда вы возрождаетесь заново, чистое, здоровое, принимающее, расслабленное, это восстанавливает ваши яичники, это восстанавливает ваши отношения само с собой, с вашим мужчиной, с миром вокруг. Если это кажется вам слишком сложным, то я вам скажу по опыту других женщин, что грамотная психологическая работа с собой и с яичниками дает замечательные, колоссальные результаты. И я знаю, что у вас все получится. Я знаю, что у вас получится научиться принимать все хорошее в свою жизнь, получится отпускать все ненужное для вашей благополучной жизни. А еще я знаю, что прямо сейчас, где-то в будущем ваши яичники восстановились, и вы реализовали свою мечту. У кого-то это рождение детей, у кого-то это встреча с любимым мужчиной, у кого-то это работа. Это не важно. Я знаю, что это уже произошло. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на этот полезный для вас канал. Мне будет очень приятно с вами общаться. И я, как всегда, желаю вам счастья. Напоследок вам скажу, когда вы захотите записаться на индивидуальную онлайн-консультацию по видеосвязи и получить рекомендации по восстановлению своего здоровья, пройдите по первой ссылке под этим видео. А я желаю вам счастья и благополучия. Всегда ваш доктор Павел Сапегу.